Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Подписываемся на Яндекс.Зен, YouTube, Рутюб, Телеграм для того, чтобы смотреть бесплатно ролики о вязании. Сегодня у нас вот такая интересная салфеточка, такая нарядная, новогодняя, на новогодний стол. Поставим куда-нибудь какое-нибудь блюдо сюда, и у нас будет такое украшение. Предлагаю посмотреть. У меня вот такая красивая схема. Моя подписчица Вера попросила ВКонтакте связать такую салфеточку. Давайте свяжем. Она вяжется совсем несложно. У меня вот такая интересная пряжа, успешная пехорка. 220 метров в 50 грамм. Разного цвета она есть у меня. Оранжевый, красный, бирюзовый, белый. Цена неплохая, достаточно 65 рублей за моточек. Пиши мне в личку. И у меня это есть пряжа на продажу. Вот, а мы с вами крючком номер 2 делаем петельку и начинаем вязать. Набираем 6 воздушных петель, чтобы сильно не мешалось нам, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. 7, 8, 9, 10, наверное, такие. 10. Замыкаем в кольцо. Вяжем 1, 2, 3. Это столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И 6 столбиков с одним накидом. Сейчас я объясню первый ряд свяжем, и я вам покажу теорию. Так, 2, 3, 4, 5, 6 и 6. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4 и еще 6 столбиков с одним накидом в это же кольцо. То есть у нас первый ряд, он идет такой распределительный, он очень важный. Поэтому так, это у нас ниточка выпала. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В третью воздушную петельку соединительный столбик. Так, мы сейчас все это выровняем, чтобы у нас все было по центру, все было правильно. Еще немножечко. Так вот. Вот что у нас получилось. Давайте смотреть схему более внимательно. Вот я связала первый рядочек, воздушные петли, 6 столбиков, 4 воздушные и 6 столбиков. Теперь наша задача, у нас будет 2 половинки. Одна половинка будет вязаться по одной схеме, вторая по другой. Теперь наша задача провязать над воздушными петельками столбик и галочка. Столбик и галочка, столбик и галочка. Всего у нас здесь. Так, я провязала первый ряд. Вот он такой должен быть у нас получиться. Вот он, воздушные петельки и столбики. Теперь мы вяжем 10 столбиков с одним накидом над воздушной арочкой. 6 столбиков, вот мы с вами вначале вязали 6 столбиков, мы вяжем. Вот такая основа. За арочку 10 столбиков, там где 6 было 6. И мы продолжаем вязание дальше. 1, 2, 3. Это входит в 10 столбиков. Это значит наш первый столбик. Второй. 10 вяжем. Провязали 10 столбиков с одним накидом. Там, где была воздушная арочка. Теперь провязываем те столбики, которые у нас есть. Здесь их 6. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Вот. И смотрите,
у нас есть арочка. В нее мы в каждом ряду будем вязать 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И опять 4 столбика. Там, где у нас воздушная арочка. И 6 столбиков, которые у нас есть, мы их провязываем по факту. В следующем ряду мы вот в этой воздушной петельке будем вязать опять 4 столбика с накидом, 4 воздушные петли и 4 столбика. И продолжать вязать то, что уже вот эти все столбики, которые у нас уже есть. Вот. Такой принцип нарастания, увеличения будет совсем несложный. Запомнить очень легко. 6 столбиков довязываем. И 10 столбиков как с другой стороны. И вот у нас уже вот такое получается интересное направление салфетки. Как это выглядит по схеме? Мы с вами сейчас что связали? Мы связали 10 столбиков. 6, которые у нас уже были. И добавили 4. 4 воздушные петли и добавили. И опять те столбики, которые у нас были, мы провязали 10 столбиков. И в следующем ряду еще рядочек я покажу, потом будем вязать самостоятельно. Это прям совсем не сложно. 10 столбик довязали. Соединительным столбиком соединяем наш первый столбик. И теперь вяжем немножечко, чуточку по-другому. Мы вяжем 3 воздушные петли. Это столбик. В следующий столбик мы вяжем галочку. Столбик с накидом 1 и столбик с накидом 2. Вот. Это у нас такой будет клинышек. У нас их будет 5 штук. Что такое клинышек? Столбик с накидом и галочка. И так нам нужно связать 5 раз. На схеме это выглядит таким образом. Столбик с накидом клинышек, не клинышек, а галочка. Столбик с накидом галочка, столбик с накидом галочка. И вот у нас будет таких 1, 2, 3, 4, 5 клиньев. Там, где у нас галочка, мы будем взять галочку. А столбики, которые образуются, вяжем просто столбиками. Это с этой стороны. Здесь мы с вами уже разобрались. Мы вяжем просто столбики по факту. Сколько вот есть столбиков. И в арочку 4 столбика. 4 воздушные петли, 4 столбика. И за счет этого у нас получается вот такая удлиненная форма салфеточки. Все вяжется столбиками с одним накидом. Мы с вами провязали первый, сейчас второй ряд, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рядочков, потом будет вот такая ажурно красивая окантовочка. Вот. А пока наша задача провязывать столбик, галочка, столбик, галочка, столбик, галочка. Всего 5 клинышков будет, значит 5 галочек. Столбик. Все остальные будут вязаться просто столбиками с одним накидом. Смотрим. 1 галочка, 2, 3, 4. Значит, нужно еще связать галочку, столбик, чередуем и галочка. 1, 2. Теперь, вот даже видно по вязанию, уже мы с вами провязали половинку, а теперь столбики пошли. Вот эти столбики мы все вяжем, вяжем, вяжем полностью. А в арочке мы вяжем 4 столбика, 4 воздушные петли, 4 столбика. И опять столбики, 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 столбики до этого момента. Здесь столбик, галочка, столбик, галочка, столбик, галочка. Вот так вот все очень просто. Вот такая форма салфетки у нас получается интересная. Покажу вам один рядочек, потом будем вязать самостоятельно.
что мы делаем? Я поставила маркеры на те места, на половинку. Верхняя половинка у нас будет идти с галочками. Вот галочка, столбик и с этой стороны галочка, столбик. Внизу мы будем вязать просто столбики, и в арочку 4 столбика, 4 воздушные петли, 4 столбика, и все. Как будем увеличивать в первой половинке? Вяжем таким образом. 3 воздушные петли, это столбик. Вот наш узор, галочка. Второй столбик мы вяжем просто столбик. И вот галочки наши, первый, второй столбик, во втором столбике вяжем опять галочку. То есть мы делаем увеличение клина таким образом. Вот у нас было в клине 3 столбика, теперь 4. И опять провязываем столбик с накидом 1, столбик с накидом 2 и во второй столбик галочки вяжем галочку. Вот и все. Вверху у нас будет идти увеличение, внизу у нас будет идти вот такая форма салфетки. Еще разочек давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядочков мы вяжем таким образом, вверху и внизу. Потом общий рисунок я вам покажу. Вот такой у меня получился формат, как будто листочек. Тоже достаточно симпатично. Все, как мы с вами проговаривали, я провязала. И теперь нужно сделать окантовочку. Вот она у нас. Очень простого плана. Смотрите, веерок. Самое начало, с которого мы начинали вязать. Я наберу, чтобы не мешалось. Я хочу привязать ниточку другого цвета, чтобы посимпатичнее смотрелось. 1, 2, 3. Столбик с накидом. Второй столбик с накидом. 2 воздушные петельки и еще 2 столбика. Вот такой веерок нам нужно будет провязывать. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в пятый вяжем точно такой же веерок. В каждый пятый столбик по кругу нужно провязать вот такой веерочек. Всего у нас будет обвязки 4 рядочка. 4. Смотрите. По 2 столбика в первом ряду, по 3, по 4 и по 5. И все. И наша красота будет готова. Вот такая красота у меня получилась. Такой вот листочек. Такая салфеточка очень интересная. Мне кажется, прекрасно подойдет на новогодний стол. Я сделала специально ее в таких голубых оттеночках. Можно просто беленькую связать, можно любого цвета связать. Вяжется легко. Просто, надеюсь, вам тоже идея понравится. Вяжется прям из кусочков, каких-то остаточков насобирали. Они у нас всегда остаются. И вяжем. Делаем подарочки к Новому году. Огромное спасибо, если досмотрели ролик до конца. До новых встреч. Подписываемся и вяжем вместе со мной.